Привет, друзья! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Сегодня у меня очередная фруктовая заготовка. Будем варить быстрый абрикосовый джем с агар-агаром. Готовится он за считанные минуты. Варится за один прием, что позволяет сохранить цвет, вкус и аромат свежих фруктов и при этом получается густым и насыщенным. Итак, у меня в миске 2 килограмма 300 граммов чистых, вымытых, очень спелых, сочных, сладких абрикосов. Для этого рецепта идеально подойдут даже перезревшие плоды, но займемся ими чуть позже, а пока нужно замочить агар-агар. Смешиваем 50 мл воды и 20 грамм агар-агара, пусть набухает. Тем временем удаляем у абрикосов косточки. Делается это очень быстро, буквально за 2-3 минуты. Крепкие, плотные и зеленоватые плоды оставьте для варенья. А для джема или конфитюра отлично подойдут именно такие абрикосы, что называется максимально спелые. В результате у меня получилось ровно 2 килограмма очищенных абрикосов. Перекладываем их в посуду, в которой будем варить джем. И добавляем сахар из расчета на 1 килограмм фруктов, 500 граммов сахара. А поскольку у меня 2 килограмма очищенных абрикосов, то я взяла 1 килограмм сахара. Туда же добавляем 50 миллилитров лимонного сока и пробиваем массу погружным блендером. Фрукты можно измельчить до однородного пюре или часть из них оставить крупными кусочками. Это на ваше усмотрение. Если нет погружного блендера, абрикосы можно измельчить на мясорубке, в кухонном комбайне или нарезать плоды на кусочки. Отправляем кастрюлю с абрикосовым пюре на плиту. Немного пюре добавляем в хорошо набухший агар и перемешиваем. Включаем плиту и на среднем огне прогреваем массу до кипения. Старайтесь в этот момент не отходить от плиты и постоянно помешивать, чтобы сладкое пюре не пригорело. Именно поэтому не рекомендую использовать для варки эмалированную посуду. Как только абрикосовая масса закипит, засекаем время и на самом малом огне провариваем пюре 5 минут, периодически его помешивая. А пока пюре потихоньку кипит, я подготовила сухие баночки, которые заранее простерилизовала, а крышки прокипятила. Через 5 минут слабого кипения добавляем в пюре набухший агар, перемешиваем. Доводим смесь до кипения и кипятим еще 3-4 минуты, не больше, иначе агар потеряет свои желирующие свойства. Вы почувствуете, как масса начнет густеть прямо в кастрюле, поэтому мешайте постоянно, не отходите и не допускайте бурного кипения. Горячий абрикосовый джем разливаем по сухим баночкам и герметично закрываем крышками. Переворачивать и укутывать банки не надо, пусть остывают естественным образом. Остатки сливаем в креманку, и как джем остынет, покажу, что получилось. После остывания джем густеет, но не как плотное желе. Он остается мягким и нежным. Если хотите более густой джем, берите 15 граммов агара на каждый килограмм фруктов. При таком способе приготовления абрикосовый джем не теряет свой естественный цвет. Он яркий и светлый, насыщенно абрикосовый, без темно-карамельного оттенка, как при способе уваривания. На вкус он очень приятный, кисло-сладкий, совершенно не приторный, с ароматом свежих абрикосов. Такой джем идеально сочетается с творогом, запеканками, пудингами, блинчиками, оладьями. Подходит для намазывания на булочки или тосты, да и просто к чаю. Очень рекомендую приготовить и желаю всем приятного аппетита и вкусных заготовок. Друзья, чтобы не потерять этот рецепт, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь, делитесь видео в соцсетях, оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы. На канале есть и другие рецепты различных заготовок и консервации, в том числе из фруктов и ягод. Кому интересно, посмотрите. Все ссылки на экране и в описании под видео. С вами была Дина и канал Коллекция рецептов.